Это канал «Творчество для всей семьи». Сегодня покажу, как скопировать любой понравившийся вам объект декора и сделать его из бросовых материалов. Готовлю массу папье-маше из яичных лотков. Рву на мелкие кусочки. Вот такое количество лотков у меня ушло на один горшочек. Заливаю горячей водой на несколько часов. Теперь необходимо отжать воду. Немного раскрошить комочки руками. Теперь добавляю клей, можно любой. Я сварила клейстер из муки. И добавила немного клея ПВА. Горшочек плотно оборачиваю фольгой. Чтобы ободок получился ровным, начинаю работать с верхней части горшочка. Накладываю массу примерно толщиной с палец. Теперь заготовку можно перевернуть. Горшочек будет из грубой массы папье-маше. Если вы хотите получить более гладкую поверхность, то массу необходимо разбить блендером. Когда заготовка полностью высохнет, размечаю и режу ее пополам. А это было непросто, потому что слой был толстый. Как вариант, можно сначала оклеить форму кусочками газеты, примерно 6 слоев, затем разрезать, склеить заготовку и уже тогда накладывать массу папье-маше. Это будет проще, но намного дольше. Склеиваю 2 половинки горячим клеем. Добавляю немного массы по шву. Добавляю немного массы по ободку. Когда полностью высохнет, можно приступать к окраске. Окрашиваю акриловыми красками. Для декора буду использовать старые искусственные цветы. Листочки были очень тонкими, я усилила их картоном из лотка. Думала подчеркнуть и выделить неровный рельеф. Это было бы неплохо, если бы на горшочке не было цветов. Я решила полностью закрасить терракотовым цветом и придать ему керамический вид. Да, одного цветка тут явно мало.
Покрыла аэрозольным лаком. Такой горшочек подойдет для загородного дома или кухни в стиле кантри. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии. Подпишитесь, если вы еще не подписаны, и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся!